Мы сегодня пообщаемся, правда, это не значит, что мне лень было готовить сегодняшнюю лекцию, я решил просто поговорить с вами. Речь у нас будет об общении клиента и сервера в широком смысле. То есть, в принципе, мы уже представляем себе, как можно построить, хоть какую-то архитектуру, как прописать протоколы общения, а вот как это общение организовано, сегодня мы об этом с вами и поговорим. Вообще, когда люди говорят про общение между клиентом и сервером, неважно, это веб-приложение, мобильное приложение, это взаимодействие между сервером и сервером, они представляют себе как минимум какой-то URI ресурса, или просто строку доступа к ресурсу. Еще иногда вспоминают, что есть HTTP метод. Типа get, post, delete и так далее. И вообще, как формируется вот это все, что называется API. API вообще должно быть, практически самодокументирующимся. В том плане, что вы должны читать URL и, в принципе, понимать, как минимум, с какой сущностью вы имеете дело. То есть через API разработчик должен выражать не только себя, но еще выражать свои намерения. И обычно на этом все правила построения API заканчиваются, и все строят как хотят. Но, опять же, для больших приложений, для больших компаний, просто для удобства проще, чтобы какие-то правила все-таки были, чтобы можно было что-то от чего-то отталкиваться, от чего-то отказываться, и что-нибудь понарушать. С чего вообще все началось? Когда-то давным-давно, конкретно в 2000 году нашей эры, Рой Филдинг принес людям REST. Вот буквально это историческая фреска о том, как это происходило. На самом деле очень классный товарищ, который имел отношение к нескольким стандартам протокола HTTP, то есть он наверняка знает, что делает, и REST или RESTful API — это, наверное, одна из самых широко распространенных и самых базовых, наборов правил, можно сказать. Да, вот. Страничка мне подсказывает, для того, чтобы сформировать свой API. Вообще, Википедия говорит, что это передача состояния представления. Уже сразу понятно, это какая-то классная штука, потому что из определения совершенно непонятно, что она делает, для чего она нужна и как она работает. А вообще это набор правил, определяющих, по сути дела, структуру обмена данных между клиентом и сервером. Есть основные понятия у REST. Во-первых, это ресурс. По сути дела, мы говорили с вами о DDD, и там у нас были сущности и агрегаты. Вот ресурс находится где-то очень близко, и поэтому DDD очень плавно может перестекать в REST с небольшими ограничениями, но все же после декомпозиции по доменам гораздо проще построить REST API. Вообще ресурс — это все, что стоит упоминания для клиента, и то, что можно как-то однозначно идентифицировать, то есть та самая сущность. Если у вас есть товары в магазине, вот товар — это, собственно, ресурс. Еще не всегда ресурс — это сущность физическая, то есть ее напрямую нельзя понимать как ресурс, то есть это не только золото, дерево, драгоценные камни, еще что-то. Боже мой, я сейчас понял, что я шикарную отсылочку к героям пропустил. Ну ладно, забыли это, что сделано, то сделано. Вообще ресурс — это может быть сущность такая более метафизическая, потому что, самое банальное, вот как говорят люди, что время — это тоже ресурс. На самом деле вот такие ресурсы, которых нельзя потрогать, их может быть достаточно много. То есть, например, вы хотите исполнить какой-то скрипт на сервере, да, и на самом деле процесс
процесс исполнения этого скрипта со статусами, ошибками, возвращаемым значением и так далее вполне можно обозначить как ресурс. Есть еще часто выделяется представление ресурса, и правильно отделять сам ресурс от его представления. То есть на самом деле у нас есть какие-то данные, и они каким-то образом хранятся в базе данных. Они могут храниться даже в базе данных не таким образом, как вы их отдаете клиенту. И чаще всего, надеюсь, что вы храните все-таки данные не точно так же, как отдаете клиенту, потому что тогда ваше приложение просто прослойка между базой данных. Но да не суть. Но на самом деле клиент может затребовать эти данные в виде JSON, как одного из самых распространенных форматов, но также он может захотеть их увидеть в виде XML, текста или вообще, не знаю, картиночки какой-то. И в целом представление данных должно быть отделено от ресурса, и сам клиент должен уметь говорить, какое он представление данных хочет получить. Поэтому мы, когда сейчас говорим о ресурсах, чаще всего будут показаны JSON, ну и будем говорить как в представлении JSON, но это всего лишь представление ресурса, как бы не надо настолько, чтобы они сливались вместе. 7 принципов REST. На самом деле вы можете найти 6 принципов REST, 5 принципов REST. Мне просто цифра 7 понравилась, поэтому я нашел 7 принципов REST. Принципы следующие. Разделение клиента и сервера. То есть, как мы говорили на всех предыдущих занятиях, логика не должна размазываться между клиентом и сервером или между двумя серверами, если один является клиентом для другого. То есть сервер предоставляет некий необходимый набор API, который позволяет любому клиенту, который реализует бизнес-процессы в вашей доменной области, взаимодействовать с этим сервером. По большому счету серверу должно быть все равно, предоставляет он API мобильному приложению, он предоставляет его вебовому приложению или чему-то еще. На самом деле там чаще всего, скорее всего, будут прокси, потому что все равно у всех есть нюансы, поэтому как сейчас мы будем дальше смотреть, все правила REST, они достаточно интересны в плане жесткого их соблюдения. Отсутствие хранения состояния клиента – это вообще шикарное правило. Если сервер должен получать информацию от клиента в запросе к серверу, которое достаточно для того, чтобы сформировать ответ. И он не должен получать какие-то дополнительные данные у себя, скажем так, из истории клиента, чтобы сформировать этот ответ. И на первый взгляд определение выглядит абсолютно логично. То есть запрос должен быть самодостаточным, он не должен вовлекать какие-то сущности. Желательно, чтобы у вас там не было на сервере никаких сессий, в которые хранятся промежуточные данные и так далее. Прям вот абсолютно логично. Но на самом деле, если рассматривать это чисто как stateless, это одно из очень абсурдных правил REST, если задумываться, потому что если сервер не хранит состояние клиента, что тогда сервер хранит? Ну, то есть, как бы вы заводите банковский счет, идеально сделанный банковский API по REST не хранит вообще ничего о вашем банковском счете. Но это же состояние клиента. Вы заходите, он такой, ну, извини, чувак, нету ничего. На самом деле, этот принцип REST, он все-таки не надо доводить его до абсурда. Он говорит о том, что в запросе должна содержаться достаточная информация для его выполнения без большого количества дополнительных приседаний. Вот с кэшируемости уже все здраво, адекватно, понятно. Сервер предоставляет сам информацию о ресурсе, насколько и каким образом его можно закэшировать. То есть банально он предоставляет заголовок, говорит, что вот этот ресурс у нас не меняется, можешь сохранить его у себя там где-то в кэше на месяц и вообще в принципе не париться, что он как-то изменится, а я не буду тебе создавать каждый раз представление для этого ресурса, возможно какое-то сложное, и разойдемся с миром. Это классное правило, которое вообще не всегда используется для сервер-сервер общения, но в вебе, естественно, заголовки, которые регулируют кэшируемость, они присутствуют очень много где в адекватных приложениях. Единый интерфейс.
В целом у этого свойства достаточно много определений, но если говорить по-простому, то по сути делайте ваш интерфейс предсказуемый. Даже если вы нарушаете какие-то из правил REST, нарушайте их тогда везде и систематически в том плане, что если у вас есть определенная схема доступа к ресурсам, не меняйте эту схему доступа к ресурсам в зависимости от ресурса. Для ресурсов одного типа сохраняйте одинаковые схемы, то есть делайте ваш интерфейс предсказуемым. Многоуровневая система, но то, что мы рассматривали, layered systems, слоистые архитектуры, это вот в принципе то, что диктует REST. Должны быть уровни разделения иерархии кода, иерархии, как сказать, ответственностей. Код по запросу. Код по запросу не самый важный принцип REST, его иногда вообще исключают. То, что для дополнительного функционала REST может предоставлять дополнительные скрипты, аплеты, еще какие-то дополнительные кусочки функциональности, чтобы клиент мог их исполнить и получить нужный ему функционал. Самый простой пример — это то, что у нас предоставляются JS-библиотеки для фронтенда, или у нас может быть ленивая загрузочка там каких-то библиотек, то есть сервер подкидывает функционал клиенту вот в прямом виде. Старт с нулевой отметки. По сути дела, у сервера есть единая точка входа. Не разбрасывайте свой API на кучу серверов, на кучу каких-то адресов, на разные урлы, разные порты. Озаботьтесь тем, чтобы была единая точка входа. Есть еще такой принцип, сейчас попытаюсь воспроизвести, как HateOS, аббревиатура, кажется, читается Hypertext as the engine of application state. Прекрасно, я вспомнил. Так вот, о чем вообще это еще небольшое расширение REST, и сам автор REST говорит, что без него REST не REST, но в реальности я встречал это буквально по пальцам пересчитать сколько раз, когда кроме самого ресурса REST предоставляет вам еще и операции, которые можно сделать над ресурсом. То есть, по сути дела, вот этот старт с нулевой отметки, он вырастает прям в настоящий комбайн в этом плане, потому что вы заходите на некий www.example.com и получаете с него все операции, которые можно совершить на вот этой конечной точке, какие ресурсы оттуда доступны, какие операции над ресурсами. Когда вы получаете ресурс, вы получаете операции, которые вы над ним можете произвести и так далее. Но это уже, с одной стороны, максимально красивая расширяемая система, но это доведение REST до абсурда, и, повторяюсь, мало где я видел в реальности это. Как HTTP связан с REST? Понятно, автор REST, в том числе соавтор протоколов HTTP нескольких версий, очевидно, он как-то связан. Если мы рассмотрим наш URL, мы увидим доменное имя, порт, путь до ресурса, query и какой-то фрагмент. Понятно, доменное имя и порт нас интересуют здесь меньше всего, потому что они могут быть любыми. Главное, чтобы они были единственными. А вот путь до ресурса и query параметры мы рассмотрим отдельно. Еще здесь не отображен метод, но метод мы тоже будем рассматривать, и будем рассматривать его первым. Как вы знаете, у HTTP есть глаголы, HTTP verbs или HTTP methods, по-разному называют, в основном методы, и на самом деле они обладают некоторой своей семантической окраской, то бишь супер понятный HTTP метод get, когда вы запрашиваете что-то в браузере, через адресную строку вызывается get. И этот метод используется чаще всего для доступа к ресурсам, чтобы их, как сказать, получить и посмотреть.
Метод post это метод, который уже используется под капотом вашего браузера. Как правило, вы его не видите, если вы не зайдете в инспектор. И post также обладает некоторой полезной нагрузкой, которая пересылается вместе с ним. Метод delete для чего нужен, я думаю, объяснять не надо. Метод patch и put служат обычно для изменения объектов. Есть еще метод head, который позволяет получить чисто заголовки объектов. И вот тут момент. На самом деле за HTTP протоколом абсолютно не стандартизировано, что вы должны делать этими методами. Именно REST, как набор правил, вам рекомендует, как пользоваться этими методами, что get, очевидно, должен пользоваться только для получения ресурса, post для создания ресурсов. А вот если вы хотите, например, всерьез напроситься на драку с вашим тимлидом, рекомендую поспорить, каким методом правильно менять, патчем или путом. И в зависимости от того, что выберет он, каким методом правильно менять объект, начать топить за противоположное. Тут есть рекомендация, что патч — это метод для изменения объектов, но на самом деле способ этого изменения не регулируется. То есть некоторые считают, что патчем надо заменять весь объект целиком. То есть если вы хотите изменить какие-то поля в объекте, вы берете сам по себе этот объект, допустим, даже в какой-то одной распределенной транзакции, меняете у него несколько полей на своей стороне и возвращаете объект целиком. А для того, чтобы поменять несколько полей в объекте, вы используете put. Иногда делают наоборот. Как бы, опять же, это просто повод похоливарить за REST, какой глагол правильнее. Метод head тоже очень полезный, но зачастую он используется крайне малым количеством людей, в общем. Head позволяет получить заголовки, и для некоторых систем это очень важно, когда вам, например, важно определить длину контента. То есть вы хотите понять, что тот файл, который вы запрашиваете, на самом деле весит 20 гигабайт, и может быть какую-то для него нужно выбрать другую схему скачивания, или вообще вам нужен только какой-то кусочек файла, и не нужно его целиком заливать в память. Для этого у REST существует определение, что head нужен для получения заголовков, которые описывают сам ресурс. И, соответственно, имплементировав этот метод head у себя в коде, вы можете помочь своему клиенту, в принципе, понять информацию о ресурсе, не получая сам ресурс и не снимая вот эту вот базовую информацию с него. Есть безопасные методы. Delete, естественно, не относится к безопасным методам, но вот методы get, head, options и trace, options и trace я вообще не видел в реальных проектах использования, get и head видел. То есть эти методы не меняют состояние сервера. Если вдруг вы видите, что в вашем коде или в коде проекта, с которым вы работаете, по методу get происходят какие-то мутации внутреннего состояния объектов, если это не какой-нибудь, естественно, подсчет количества вызовов этого объекта, то есть это не системные какие-то вещи, то вы можете сразу говорить, вот у нас точно не REST. В принципе, мы когда дойдем до конца, практически всегда вы можете открывать проект и говорить, здесь не REST. Потому что REST в полной мере имплементировать крайне сложно. Очень сложное слово идемпотентность. REST крайне желательным ставить, чтобы несколько одинаковых запросов для одного и того же ресурса выполнялись как один запрос. То есть самое простое для понимания, если вы изменяете у человека имя с Ваня на Вася, сколько бы вы раз не поменяли его на Вася, он так и останется Вася, как после первого изменения. Идемпотентность не значит, что если с этим ресурсом другой клиент производит операции, то ваши операции по-прежнему
не будут менять состояние объекта. То есть, если кто-то поменял имя человека в процессе на Петя, то после n-ного вызова он у вас с Петей изменится на Вася, хотя вы вызывали один и тот же метод. То есть, идемпотентность можно довести до абсурда на самом деле, и в некоторых случаях это даже важно, когда у вас вместе с запросом передается некоторый ключ, сформированный на клиенте, уникальный, который присваивается этому запросу. То есть, если вы, допустим, поставили какой-то экзотический ретрай, что вы точно хотите сменить клиенту имя и вызываете метод не один раз, а 5, то вместе с этими всеми 5 заменами имени, не знаю, зачем это может быть нужно, сейчас другой пример получше приведу, вы пересылаете уникальный ключ как-то сгенерированный, и сервер сам проверяет, что «О, я по такому ключу уже выполнял запрос, ничего не делаю, все нормально». Вот. Или какую-то другую стратегию применяю. Например, когда это важно. Допустим, у вас какие-то чувствительные операции, вы хотите создать там, допустим, новую карту в банке завести, и у банка это достаточно сложная операция по заведению карты, нужно задействовать много систем, и не очень приятно, если человек шел, заводил себе карточку через мобильное приложение, зашел в метро, у него связь пропала, ему не вернулся успешный статус о том, что у него новая карточка создана, он там либо тыкает на кнопочку, либо включился автоматический повтор, после ошибки снова улетело очередное сообщение, у вас там создавалась куча карточек, например, потому что вы натыкали, или потому что автоматический повтор произошел. Вот в таких случаях иногда передается уникальный ключ, который позволяет вам идентифицировать, что я хотел создать одну карточку, а не 10 запросов послал на разные карточки. 10 запросов я просто послал, ну вот так сложилось. И создаться должна одна карточка, и на все эти 10 запросов с одним идентификатором вернется одна и та же самая карточка. Понятно, что в некоторых случаях идемпотентность соблюдать либо абсурдно, либо вообще невозможно. Это операция удаления. То есть, если вы удаляете какой-то объект, естественно, он у вас удалился, и в следующий раз, когда вы его пытаетесь удалить, его вообще-то нет, и вы получаете ошибку о том, что объекта нет, как бы идемпотентность нарушена. На самом деле, тут это дает один важный архитектурный прием. А что, если мы хотим сделать delete идемпотентным или хотя бы на небольшом периоде времени сделать его идемпотентным? Есть такой вообще подход к удалению объектов, как их архивация. Наверное, вы видели, когда вы что-то удаляете там в каких-нибудь мобильных приложениях, которые по гугловским гайдлайнам, вам дают возможность быстро отменить это действие назад или перемещают в какое-то промежуточное хранилище. То есть объекты маркируются как удаленные, и тогда удаление повторное такого объекта, оно вам скажет, что типа все нормально, я его удалил, он как бы и так был уже удален, так что мне ничего не пришлось сделать, но я возвращаю успешный статус, и вот этот запрос остается идемпотентным. Опять же, применять нужно далеко не везде, где есть какая-то историчность. То есть, например, у вас с этим объектом могут быть связаны важные статистические данные. Статистическая система приходит и забирает эти объекты раз в определенное время. И вы не можете ими распоряжаться настолько вольно, что вот пользователь создал объект, передумал, там, сделал с ним какие-то операции и удалил. Система статистики пришла там забрать ваши объекты, они все уже удалены, а какая-то история, связанная с ними, сохранилась. Как это все залинковать, непонятно, и, в общем, вся красивая система статистики может на этом моменте разрушиться. Ну и также чувствительные объекты, которые, например, пользователи или какой-то ваш клиент может удалить случайно. Либо потому, что он криво написал свой код, либо потому, что вмешался человеческий фактор, либо потому, что свет от Венеры отразился от горячего газа. То есть не суть важно, для критических объектов на самом деле delete можно делать идемпотентным. Рассмотрим путь
что такое в понимании REST. То есть вообще для HTTP вот у нас вся строка после доменного имени — это просто какой-то путь. Ее можно трактовать просто как строчку, напихать туда любые допустимые символы, и вот эти вот все слыши, они там не имеют большого смысла. Если вы возьмете какой-нибудь очень простой HTTP сервер, ему приходит просто вся строка, а там делай, что с ней хочешь. Можете абсолютно свой какой-то стандарт придумать, но REST задает некий стандарт, который в той или иной мере уже устоявшийся для практически всех веб-приложений с некоторыми отклонениями. Путь у нас состоит из какого-то, на самом деле здесь не отображено, какого-то префикса, это может быть даже префикс версии, то есть, например, v1, например, какая-нибудь коллекция там device management, ресурс devices, обычно во множественном числе. И для доступа к конкретному ресурсу после имени ресурса во множественном числе мы ставим идентификатор ресурса. Кажется, на самом деле все просто понятно, можно идти реализовывать REST, но это решает на самом деле очень маленький пласт проблем, которые существуют в разработке. Потому что, как правило, у нас ресурсы не просто существуют сами по себе, а то есть вот у вас есть, например, какое-то веб-приложение, где вы можете сделать какие-то набросочки кода. Эти набросочки кода, может быть, можно даже исполнить на какой-то виртуальной машинке, которая встроена в это веб-приложение. И, соответственно, что получается? Вот у этого сервера, который обслуживает это, есть ресурсы пользователя, у них есть свои идентификаторы. И есть скрипты, которые пишут пользователи для того, чтобы с ними поиграться. Но эти скрипты, они же лежат не просто отдельной кучей, вот куча пользователей, куча скриптов. То есть хочется отразить их иерархическую связанность. Поэтому в данном случае есть понятие подресурса. Ну и понятно, подресурса, можно иерархию так продолжать. То есть у вас есть некоторый юзер с идентификатором 1, есть у него скрипт с идентификатором 123 ABVG, он будет выглядеть как user /1 /script /ABVGD. Несколько моментов REST, которые сразу превращают вашу API в не REST. Понятно, расширение файлов мы сразу же отбрасываем, потому что это клиент рулит представлением, и он хочет получить не data XML конкретно, потому что это уже представление. Он в заголовках отправляет, что он хочет там вид application XML получить, или application JSON, или просто текст. Он отправляется на дату. Не надо играться с регистрами, но это в принципе не REST, даже не столько REST рекомендации, это вообще общая рекомендация для любого нормального API, только если вы не делаете API для 2007 года. Это выглядит неудобно, это ведет к ошибкам, это не везде даже работает адекватно на самом деле. Не используйте нижнее подчеркивание, это уже эстетические как бы автора REST предпочтения. Ну вот кажется, что Kebab Case выглядит лучше, чем Snake Case. Если ваше чувство прекрасного оскорбляет Kebab Case, понятно, вы можете получить все плюшки от REST в виде хорошо спроектированного API, которое понятно множеству других людей. И, будет там нижнее подчеркивание. Ничего страшного на самом деле. И самое большое не REST — это не использовать глаголы. REST — это не про операции над ресурсами какими-то конкретными. То есть все операции над ресурсами следует пытаться выражать через HTTP методы. Они являются глаголами. Вот есть у вас HTTP метод, через это выражайте глагол. Хотите что-то изменить, патчи put вам руки. Хотите что-то создать, вот вам пост. Хотите что-то произвести, какое-то действие, опять же, которое мутирует объект, вот вам пост, который явно понятно, что пост будет что-то изменять, какое-то состояние, потому что человек, который работает с REST, понимает, что пост — это уже такой знак некоторой опасности. Но на самом деле спроектировать
приложение совсем без глаголов очень сложно. И это не вот какая-то, допустим, фантазия людей, которые просто недостаточно просветлились рестом, а на самом деле вот нижний примерчик здесь через статус двоеточие execute. Вот это двоеточие execute взято из API-шки, рекомендаций по API от Гугла для кастомных действий. То есть, на самом деле, даже ребята из Гугла подняли ручки вверх и сказали: ладно, бывает такое, что вам нужно кастомное действие. Типа, как насчет такой операции, как undelete? Придумайте для нее подходящий HTTP метод. Делаете какой-то пост, который имеет у себя в пути исключительно существительные, а вот это действие передает через тело запроса, через какое-нибудь, например, поле action. Либо вы делаете вот такие не совсем по ресту действия, как, например, двоеточие. Но, естественно, вот это двоеточие либо у вас поддерживает ваша библиотека, это заранее. На самом деле, никогда не задавался вопросом, какие из нодовских экспресс-коа поддерживают что-то такое, либо вы имплементируете это самостоятельно. Чаще всего без глаголов при должной фантазии можно обойтись, но на самом деле есть места, где это сделать достаточно сложно. Самый простой способ, как обойтись без глагола, это либо вот первый вариант с передачей экшена через боди на самом деле обладает тоже рядом архитектурных недостатков, потому что у вас одна конечная точка может обрабатывать кучу экшенов, и у вас получается контроллер в контроллере. Это надо как-то красиво уже на уровне кода обрисовать, либо сделать какой-то свой кастомный контроллер, который понимает вот эти action execute, там undelete, еще какие-нибудь экшены, которые придут к вам в голову. Либо есть всегда возможность как-то поименовать этот процесс как некоторый процесс, то есть обозвать это существительным. И исполнение экшена перевести в создание процесса. То есть этот процесс на самом деле может быть даже коротко живущим, там где-то в памяти. Это тоже некоторое нарушение реста, но уже не такое жесткое и в принципе со стороны не из кода уже менее видимое. Query параметры. Самая классная штука в ресте. Здесь вообще различных способов описания query параметров существует такая куча, что, по-моему, люди просто устали их стандартизировать и закрывают глаза на какие-нибудь записи типа сортировка по email, по возрастанию, убыванию, когда ask-desk передается как некоторая функция от email. Или, например, у вас передается sort by, order by. Или больше-меньше флаги передаются в квадратных скобочках. Вот тут, например, price greater equal, короче, цена больше или равна 10, и цена меньше или равно 100, здесь больше или равно, меньше или равно передается вот так в квадратных скобочках. И для этого можно найти какие-нибудь стандарты, но на самом деле вы можете выдумать какой-нибудь стандарт свой абсолютно свой и найти потом этот стандарт в какой-нибудь статье на Medium, на Хабре, еще где-нибудь. Но на самом деле работать тут предстоит от обратного. Query параметры, они вообще описывают сортировку, какие-то дополнительные варианты представление, как модифицировать ресурс, или даже могут описывать некоторые из параметров в query строке. Например, если у вас у юзера есть два уникальных идентификатора, у вас есть внутренний идентификатор пользователя и есть внешний идентификатор пользователя для каких-то клиентов. И в принципе вы по какой-то причине не сделали отдельно клиентскую коллекцию, отдельно внутреннюю коллекцию, а хотите этим управлять как единым набором пользователей, тогда вы через query параметр передаете некоторый select by, например, выбрать по internal ID или наоборот по external, и передаете разные ID-шники. Такой подход имеет тоже свои минусы, но имеет место быть. Главное, что в query параметрах передаются параметры, которые регулируют представление, например, количество
айтемов на странице, какая страница сейчас выбрана. И эти query-параметры не должны напрямую предоставлять данные для изменения. То есть, если вы в посте, например, передаете данные постом, и в боди, и в query-параметрах передаете параметры, которые мутируют объект, а не просто в query то, что регулирует представление объекта. Например, вы можете в query передать какое-то из полей объекта для того, чтобы оно было заменено. Это явно не рестовый уже подход и сопряжено на самом деле с дальнейшими ошибками. Короче, так делать не нужно не потому, что это не рестовый, а потому что так делать просто контрпродуктивно. Но, например, вы можете для того же создания объекта в query вернуть только те поля, которые вам нужны для того, чтобы сделать какие-то операции. Например, вас волнует только идентификатор, и вы можете в query параметрах сказать, что не надо мне возвращать весь объект, мне айдишника будет этого объекта вообще достаточно за глаза. Все остальное я сам сделаю, мне это в списочек его просто надо сейчас сложить. Вот. Поэтому не передавайте данные, которые изменяют ваши объекты через query параметры. Все остальное, в принципе, можно. Статус-коды. Замечательная штука HTTP, которая, опять же, пользуется не всегда в полной мере, не всегда пользуются адекватно. У нас есть большие группы статус-кодов, начинающиеся на единичку — это информационные, 200-ки — это успешные, 300-ки — редиректы, 400-ки — клиентские ошибки, 500-ки — серверные ошибки. И часто люди проектируют свое API так, что у них ровно 3 статус-кода. Это 200-й, все пошло хорошо, 400 в чем-то виноват клиент, 500-й что-то случилось на сервере. На самом деле коды ошибок, я не буду рассматривать их все, их действительно много, их достаточно много для того, чтобы сделать выразительное API, чтобы по статус-коду без какого-то даже дополнительного описания было понятно, что произошло. То есть бывает, что пользователь зашел с какими-то неверными query-параметрами. Может, у него эта ссылка висела в закладках где-то 100 лет, у вас давно сайт поменялся, таких query-параметров нет, он зашел, передал их, и вы возвращаете не просто 400-ку, что клиент в чем-то виноват, вы возвращаете bad request конкретно. Или клиент обратился к самое простое, к ресурсу, который не существует. Та самая 404 not found. Я их 2 поставил. Да, мне, видимо, понравилось. 404-я ошибка, которая говорит, что ресурс не найден. То есть через сами статус-коды вы можете уже очень выразительным сделать свой API. И тем более сделать серверные ошибки выразительными. Вообще, на самом деле, этих статус-кодов настолько много. Ссылочка будет в ссылках к лекциям. Можно будет посмотреть. Главное, чтобы у вас не получалась вот такая штука, когда вот прекрасное окошко Windows, когда у вас Operation Completed Successfully возвращается, но на самом деле это ошибка. И как это трактовать, совершенно непонятно. Статус-кодов есть много, есть практически на все случаи жизни стандартные. И вот то, что они на все случаи жизни, я прям не шучу. Есть 418 статус-код, который называется I'm a teapot. То есть, и он говорит о том, что сервер не может приготовить кофе, потому что он чайник. И даже это на русской Википедии, а на английской есть уточнение, что комбинированный кофейник-чайник, в котором временно нет кофе, вместо 418 должен отдавать 503. Вот представляете, сколько у вас есть статус-кодов? На самом деле это реально стандарт RFC 2324, этот статус-код существует, я его не выдумал, это просто из первоапрельской шутки прижившийся такой статус-код. Но остальные все, адекватные. Да. Мы поговорили. Заголовки. Тут не буду конкретно останавливаться. Заголовков существует много разных, прекрасных, которые позволяют управлять вашим соединением, которые позволяют, в частности,
рассказать, например, клиенту, какое количество времени и можно ли кэшировать ресурс, который он получил, в каком формате этот ресурс находится. То есть, ну, банально, когда вы получаете, например, JSON-чик через какой-то API, то чаще всего в заголовках вы можете увидеть там значение application.json. И это позволяет двум системам, взаимодействующим друг с другом, автоматически выбрать парсер, которым в понятный системный вид преобразовать полученный от другой системы ответ. Заголовков существует великое множество, рекомендую их посмотреть, и именно системную информацию об ресурсах и вообще различную системную информацию выражать через заголовки. Например, банальный пример – это авторизация пользователя, когда вы токен передаете через заголовки, то есть передавать, например, токен через query параметры, это было бы, ну, как-то бы очень лихо, то есть это токен бы светился у вас везде, а в заголовках он у вас уже, во-первых, скрыт там банально от того, что у вас могут ссылочку там посмотреть, не знаю, кто в состоянии GVT токен запомнить, но, может быть, такие люди есть, это было бы не секьюрно, но на самом деле, да, это небезопасно, поэтому системная информация кладется в заголовки, особенно чувствительная системная информация, которую не хочется класть в тело, потому что тело, оно уже напрямую об операции с ресурсами чаще всего. Вообще, REST API это как бы набор правил. Это некоторое такое почти религиозное учение, которому можно следовать с некоторым фанатизмом. И что может в некоторой степени отталкивать от REST, что нет какой-то конкретной библиотеки или какого-то набора библиотек, который вот реализует REST, общепринят, и вы такие говорите, я вот взял вот эту библиотеку, все такие, у тебя REST, значит он правильно построен, и ты молодец. Нет, REST вы строите сами и опираетесь не только на эти правила, но на свои производственные необходимости и на свое чувство прекрасного в какой-то мере. Но либо вы закапываетесь, существует огромное количество литературы конкретно по REST, в это можно погрузиться, просветлиться, и из этого можно прочитать целый отдельный курс. Есть штуки, которые гораздо более стандартизированы, у которых уже есть готовые библиотеки, которые поддерживаются несколькими языками, которые не только говорят вам, что нужно делать, а потом приходят и говорят к вам, вы все равно сделаете неправильно. У них есть прям готовые примеры, эти примеры уже рабочие, эти примеры можно реализовать вот прям взяв кусок кода, запустив его. В частности, одна из таких замечательных вещей – это GraphQL. В 2012 году появился в компании, которую нельзя называть, в 2015 стал открытым, решает все проблемы REST. В принципе, он и появился как решение проблем REST, но это не точно на самом деле. Дальше разберемся. Это не просто набор рекомендаций, это еще синтаксис, фреймворк и крутой инструментарий. Инструментарий за последние годы вокруг GraphQL вырос действительно крутой, очень классные инструменты для построения запросов, очень классные инструменты для обзора API. То есть, что тут понимается под инструментарием? То есть, вокруг REST тоже есть большой инструментарий, есть целая спецификация OpenAPI, которая позволяет, ну, в принципе, описывать любой API на основе HTTP. И даже есть Async API, который пытается описывать API на основе событий, но не суть. Но проблема в том, что для того, чтобы описать свой API через OpenAPI, используя, например, какой-нибудь Swagger, вам нужно сделать достаточно много приседаний. Может оказаться так, что ваш фреймворк или библиотеки требуют каких-то дополнительных усилий для интеграции этого, а тут оно все вот красиво из коробочки. Есть у вас еще какой-нибудь Apollo сервер, который еще кучу вещей помогает вам сделать. Есть поддержка из коробки у всяких популярных инструментов
объектов типа Postman. То есть вы прям подключаетесь к серверу, делаете интроспекцию и видите все объекты, которые доступны на сервере. Когда для REST вот это схоже с теми идеями, когда вы подключаетесь к серверу и получаете весь набор объектов и манипуляций, которые доступны на первом уровне. Но здесь это все сделано из коробочки. То есть вам не просто сказали, что это надо делать, это уже сделали за вас. Классно? Классно. Фреймворки есть. Для разных языков тоже классно. Какие проблемы REST он вообще решает? Избыточность, недостаточность данных еще называется underfetching, overfetching. В принципе, похожие моменты, когда у вас нужно получить некоторый объект с его метаинформацией. То есть вы, например, хотите получить запросить пользователя и сразу увидеть количество его постов, группы, на которые он подписан, или просто их количество, для того, чтобы составить какую-то карточку пользователя. И вам либо приходит весь пользователь, все его посты, все его группы, на которые он подписан, и говорят, ну вот считай сам, мы тебе навалили кучу информации. Это, по сути дела, оверфетчинг. Вам дали избыточное количество информации. Андерфетчинг это когда у вас информации недостаточно, нужно делать еще дополнительные запросы, то есть вы получили пользователя, потом по этому пользователю вы получили его группы, его посты, посчитали, и хорошо, если у вас есть отдельно какой-то адрес, на который вы можете просто сходить и получить количество постов, а не все его посты, а потом вручную их пересчитать. Ну, как длину массива, естественно, но все равно проблемная штука. Проблема n+1 запросов. Это когда у вас есть некоторая иерархия, и чтобы ее всю построить, вам надо каждый раз сначала получить предыдущий уровень иерархии, потом запросить следующий, и получается большая цепочка запросов. Особенно актуально это для мобильных приложений, где отрисовывается там экранчик целиком, на нем куча информации, но эта информация крайне сжатая. То есть вы не видите все там свои сообщения новые, которые вам пришли, вы видите только количество сообщений. Вы видите только имена ваших контактов, вы не видите всю метаинформацию. Но хотелось бы все это собрать в кучу сразу и отдать, чтобы экран отрисовался целиком, и не передавать лишние данные, потому что передача — это время и деньги, парсинг — это время и деньги, это ухудшение пользовательского опыта и так далее. Вроде как у нас GraphQL прекрасно все это решает, плюс он решает проблемы с расширяемостью и поддержку разных версий API. Как у нас выглядит GraphQL вот против REST? Есть у нас какой-то URL, а для GraphQL это будет query. Вообще, как работает, в каком виде GraphQL представляет данные? Он предоставляет некую единую точку, из которой у вас доступны все данные. И данные он представляет как дерево. То есть у вас есть пользователь, у пользователя есть девайсы, у девайса есть конфиг, у него есть location, его местоположение. То есть для каких-то больших иерархических структур, ну понятно, он был разработан в Фейсбуке, куда будет уклон. Будет уклон в графы, деревья, корректнее называть деревьями, не суть. Будет уклон в подобную тематику, и конкретно этот способ создания API заточен именно под тематику, когда у вас разветвленная структура данных. То есть понятно, если у вас какая-то плоская структура данных, зачем вам что-то, что имеет приставку graph? Вы можете просто использовать банальный REST, получать данные по типу идентификатору, все у вас будет классно. А вот когда у вас есть, например, пользователь, и у него есть друзья, которые тоже пользователи, а у его друзей внезапно тоже есть друзья, и вы хотите получить все имена всех друзей, вот тогда у вас становится нетривиальная задача, если у вас REST. Вам нужно запросить пользователя, запросить его друзей, запросить друзей этих друзей и так далее. Вот напрямую проблема n+1. Хотя
вам-то, в общем-то, все эти запросы промежуточные были абсолютно не нужны и неинтересны. Вы хотели проверить теорию 6 рукопожатий, что на 6-м уровне вложенности у вас получится вообще все люди, да? И, скорее всего, убить этим запросом сервер раньше. Но не суть. Как синтаксис GraphQL выглядит? То есть, если, наверное, практически все сталкивались с банальным HTTP, то GraphQL обладает своим синтаксисом. И что для некоторых людей классно, кто работает с типизированными языками, этот синтаксис типизированный, то есть если мы описываем некий тип книжка, мы описываем ее заголовок как строка, автора как тип автор, а у автора в свою очередь есть имя и есть книги, которые он написал. И вот здесь у нас получится циклическая ссылка. То есть, в принципе, вы можете, как в примере с друзьями друзей, в GraphQL устроить экспоненциальный взрыв, так называемый. То есть, когда у вас на каждом уровне иерархии вы обращаетесь по некому увеличивающемуся набору сущностей, и, допустим, у вас, если даже они в 2 раза вырастают, то на каком-нибудь там 6-м уровне вложенности, я не буду считать 2 в 6, у вас получается очень много сущностей, и таким образом человек каким-то достаточно простым запросом может выгрузить огромный объем данных, а если эти данные еще и циклические, то, например, вы можете попросить книжку, попросить ее автора, все книжки этого автора, а потом у всех авторов этих книжек, того же самого автора причем, получить опять его книжки и опять у этих книжек попросить автора и сделать абсолютно бессмысленную, огромную вложенную структуру, которая может весить мегабайты, и в принципе это будет допустимо, если сам разработчик не поставит на это ограничение. С одной стороны, это очень прикольный функционал, который может спасти там много часов рабочего времени. С другой стороны, это функционал, который может принести лютый головняк, особенно если ваши клиенты совершенно не парятся по поводу того, чтобы рационально использовать ваши API, а вы, наоборот, понадеялись на их здравый рассудок. Типы запросов в GraphQL делятся на 3 типа. Это query, mutation и subscription. То есть запрос, мутация и подписка. Query выглядит вообще классно. Похоже на такой недо-JSON объектик. То есть вы описываете некоторый объект, поля, которые хотите получить, возможно, вложенные его объекты и их поля. Это пример из документации, там куча классных примеров, можно посмотреть на GraphQL. То есть это все описывается очень просто и красиво. И самое главное, во многих языках есть библиотеки, которые еще и упрощают этот процесс, добавляют к нему кодогенерацию, добавляют к нему проверку типизации. То есть, в принципе, у вас и работает автодополнение, и вы и ошибиться не можете, кривую query написать. То на том же банально GraphQL.org там есть живые примеры, которые можно поредактировать. Если вы попробуете вписать туда поле, которое не существует, у вас прямо в вебе подчеркнется, что нет, такого поля в этой схеме нет, и даже не пытаясь его получить. То есть вы можете на этапе разработки отловить кучу ошибок, связанных с данными. А вот мутации уже выглядят не так здорово. То есть, не знаю, может это я человек, который работал с GraphQL в основном на получение данных и очень мало на мутацию данных, но с моей точки зрения мутации как в коде описываются не настолько классно, как они описываются в банальном ресте. Выглядит это достаточно тяжеловесно. Но что самое главное, опять же, у вас работает кодогенерация, у вас работают различные инструменты типа Postman, в которых все это сразу отображается, какие мутации у вас есть. Они параметризуемы, у этих параметризаций есть заранее типы, ошибиться здесь достаточно сложно. Но вот если вы хотите на мутациях вдруг построить REST, ну, то есть теоретически на GraphQL что-то рестоподобное можно построить. То есть банально тот же даже как бы под множество реста банальный create, read, update, delete операции построить, так называемый CRUD.
А вам нужно будет делать все это ручками, либо писать свою какую-то собственную библиотеку, либо искать пакетик, который обеспечивает поддержку этого автогенерацию. Потому что вот есть create review for episode. И вам придется для CRUD сделать еще 3. Там update review for episode, delete review for episode и так далее. Соответственно, в принципе, жить с этим можно. Многие люди живут, не жалуются и говорят, что мутации это в принципе не так страшно. Подписки — это достаточно прикольная тема, которая точно есть в Apollo сервере, одном из самых популярных вообще решений для GraphQL и Node.js, они позволяют прослушивать изменения данных. То есть это такой веб-сокет под капотом GraphQL, когда вы можете подписаться, например, на список сообщений пользователя или на изменение статуса пользователя, и вам не нужно ручками придумывать никаких веб-сокетов дополнительно. У вас есть уже там GraphQL для получения информации о пользователе, и через него вы еще и можете сделать подписку на данные. Ну классно же, классно. Я люблю сложности. Сложности GraphQL нашел и придумал. Вот. Во-первых, о чем мы уже говорили? Контроль объема данных. Это действительно некоторая боль, как-то это пытаются решать в стандартных библиотеках. Многие люди напилили свои решения. В чем проблема? По запросу крайне сложно определить, вообще рационально ли этот запрос обслуживать. То есть та же теория 6 рукопожатий, которая говорит, что через 6 рукопожатий все люди знакомы друг с другом. Если вы попробуете подобную запрос сделать в какой-то достаточно большой системе, в которой, например, миллионы людей об их знакомых, вы получите объект такого объема, что его не сможет переварить ни один сервер нормально, но тем более уж точно не сможет переварить ни один клиент. Он просто не нужен. И если в REST у вас есть какие-то четкие границы ресурсов, скорее всего, предполагается, по крайней мере, и вы можете сказать, что вот 1 миллион людей это точно too much, у меня просят, и я столько отдавать не буду, то в GraphQL построить вот этот вот объем query заранее достаточно сложно. Соответственно, вытекает следующая сложность. Иногда возникает необходимость установки рейт-лимита для определенных обращений. То есть вы знаете, что это обращение задействует какие-то не самые, например, быстро работающие ваши сервисы. Это обращение не позволяет вам обслуживать больше определенного количества. Вы говорите, вот только 10 реквестов в секунду я буду обслуживать, остальные сразу буду отбивать и даже не париться. И в GraphQL, опять же, непонятно, какой объем у вас по query задействован, стандартных каких-то средств это четко посчитать нет, поэтому, на что вы назначите rate limit? А если я хочу какой-то большой граф по вложенности, но хочу только по одному полю? Вроде как это возможно недолго посчитать, а может быть и долго. И поэтому сложность, она не особо куда-то исчезла, она просто переместилась в другое место, где конкретно в вашем проекте она может, не быть у вас такой проблемы, нет у вас просто тяжелых сущностей, нет у вас циклических графов. В принципе, вас этот рейт-лимит не волнует, вы там написали все на росте, у вас все летает так, что 10-кратный запас. Классно. Фреймворки у GraphQL разного качества, и не весь функционал GraphQL везде поддерживается в разных языках одинаково хорошо. Но мир меняется, все растет, постепенно фреймворки подтягиваются, их становится больше. Мониторинг GraphQL, опять же, вещь спорная. Некоторые говорят, что все хорошо, главное правильно готовить, и некоторые особенные приседания, которые можно прочитать там вот у кого-то в блоге, надо применять, и мониторинг будет классный. Но в общем у вас есть единая точка, и есть у вас какая-то достаточно произвольная query. Как писать в логе эти запросы так, чтобы построить из этого какой-то достаточно внятный график в общем виде, какой-то рекомендации конкретной дать не могу. Надо смотреть на конкретные ситуации. Чаще всего народ читерит и посылает вместе с конечной точкой какие-то query-параметры, которые характеризуют конкретный запрос. Эти query-параметры выносит в метрики, по этим параметрам строит метрики.
Синтетические такие метрики по сравнению с рестом, где у вас есть URL, который вы можете явно разбить на ресурс, подресурс, идентификатор ресурса и так далее, но как бы работает, опять же, GraphQL широко используется во многих крупных компаниях. Обработка ошибок специфическая, не такая простая, как у REST, но и система более сложная с точки зрения иерархии. Контроль доступа. В целом везде написано, что с контролем доступа у GraphQL все окей. Но количество уязвимостей, находимых именно в GraphQL в различных приложениях, говорится, что следует понимать, что у GraphQL все окей с контролем доступа, если его правильно реализовать. Соответственно, если у вас очень данные чувствительные, сложные, иерархия, все это надо очень тщательно ревьювить, надо либо прогонять пентесты, либо очень много времени этому посвящать и делать большое количество тестирования для этого. С определением идемпотентности операцию GraphQL вообще большая проблема, потому что, по сути дела, только через нейминг может быть определено это там на 100%, что есть у вас какая-нибудь мутация delete forever, и понятно, что она не идемпотентна. А вообще так, остается только предполагать, и что поименовали нормально, и документацию написали нормально, по самой операции сложно определить, что она делает. Вот так, с наскоку. Операции с неструктурированными данными. Для кого-то это плюс, а для кого-то это минус, потому что структура очень гибкая, и если у вас язык, который не предполагает такой гибкости, как Python, JavaScript, PHP, то у вас могут возникнуть проблемы, потому что это либо кодогенерация, либо работа с рефлексией. Короче, не всем такая гибкость нужна и будет полезна. Когда нужно GraphQL использовать? GraphQL это вообще про дата-центричный API, то есть когда ваш API в основном поставляет данные. Эти данные сложные, эти данные имеют сложную структуру, и у вас много клиентов данные именно потребляют. Для мобильных приложений в частности хорошо, потому что я уже говорил, можно подготовить страничку целиком. И у вас много чтения, мало записи, потому что, это лично моя вкусовщина, мутации так себе. Но как бы люди живут. Еще момент про GraphQL, момент с интеграцией, версионированием. То есть вы можете свободно добавлять поля в GraphQL, вот эти схемы. То есть GraphQL схемоцентричен. Он идет, как у него называется схема Definition Language, вот это то, что мы видели. И по сути вы схемой описываете уже все свое приложение. И схему вы эту можете расширять с точки зрения добавления полей для клиентов старых, которые обладали старой схемой. Ничего не меняется, они могут по-прежнему использовать свои старые схемы. Вы можете их спокойно расширять. Это тоже очень классное свойство. Если у вас приложение интенсивно меняется, и у вас клиенты говорят, вот сегодня мы на этом экранчике хотим данные такие, завтра мы хотим данные другие, точнее под множество данных с сервера, GraphQL опять же вам отлично подходит, потому что, например, ваш фронтенд просто сам рулит, сколько он данных запрашивает. Опять же, это может быть проблемой для вас, потому что GraphQL, с одной стороны, классно подходит, когда у вас куча систем различных хранения данных, где-то у вас в реляционке данные лежат, где-то у вас они лежат в NoSQL, где-то они в каком-то вообще быстром кэше. Это все надо вот так связать в кучу и отдать одним куском. Вы делаете отдельные резолверы, есть такая сущность GraphQL. Эти резолверы отдельно выполняют получение этих данных, потом движок выполняет склеивание данных, и вы большой пласт, связанный со связыванием данных, простите за тавтологию, вы абстрагируете за счет GraphQL. Но опять же, как только вы что-то абстрагируете за счет движка, вы сразу понимаете, что он может делать это не оптимально. Существуют специальные библиотеки, которые позволяют сильнее это оптимизировать, но это уже делает ваш код более сложным. Поэтому
Для очень сложных приложений GraphQL API, опять же, может быть стать достаточно сложным, но более простым для консюмеров, но может привести много головной боли разработчикам, когда у вас много систем. Также есть там федерации и сшивания, то есть в целом, если у вас будет желание больше послушать про GraphQL, могу отдельно как-нибудь рассказать, если время есть. Но общая система, надеюсь, понятна. GraphQL это такая достаточно, ну, как сказать, штука, которая вот призвана сделать счастливым фронтендеров, по сути дела. Захотел, данные получил. Что используют хардкорные бэкэндеры, чтобы пообщаться друг с другом? Есть такая gRPC, можно пока говорить, что изготовил Google, точнее, как сказать, изобрел. Он не изобрел саму систему RPC, саму парадигму RPC ни в коем образом. RPC существовала много-много лет до этого. Он добавил, по сути дела, некий даже концепт фреймворка, не сам фреймворк, естественно, от Google официальный существует, но как концепцию именно gRPC описали ее Google и сделали ее открытой. gRPC чем-то похож на Protobuf, только он, наоборот, концентрируется не на предоставлении данных, а так как это RPC, это Remote Procedure Call, то есть вызов удаленных процедур, он, соответственно, концентрируется на процедурах и на подписках, как мы еще узнаем. У него есть специальный язык описания, то есть если у Protobuf это SDL, в основном Schema Definition Language, то у gRPC это уровень выше, это интерфейс Definition Language. Вы не только описываете схемы, вы еще описываете интерфейсы. Эти интерфейсы описываются в Protobuf, как правило. Но вообще можно не в Protobuf, можно туда даже Avro вкрутить. Можно вкрутить любой протокол, можно остаться на JSON. Вы тогда потеряете большинство плюшек, которые приносит вам Protobuf, но теоретически можете что-то выиграть, но вообще это обычно либо удел очень узких моментов, когда у вас есть какой-то специфический протокол сериализации, который устраивает именно вас в данном контексте. В общем, это очень узкие случаи, чаще всего вы будете иметь дело с Protobuf. Как все это выглядит? Выглядит очень похоже. На самом деле поле, тип поля и вот какая-то странная циферка. За счет вот этой странной циферки как раз у Protobuf достигается похожий функционал, как и у gRPC. Сущность у GraphQL. У gRPC, как у GraphQL. То есть сущности расширяемы вниз. То есть вы можете добавлять новые поля, у вас сохраняется совместимость со старыми сообщениями. То есть, понятно, если вы добавили четвертое поле, можете прочитать первые три, даже если ничего не знаете о четвертом. И заодно, таким образом, некоторые фишки с точки зрения производительности у Protobuf есть. То есть, что у вас данные не просто разделены какими-то разделителями, бог знает где. Вот данные закончились, начался разделитель, там какой-нибудь зигзаг, например, это. И не будем так глубоко. В общем, данные помечены циферками, достаточно знать, и всегда по номеру поля вы можете получить поле. Очень классно, когда вам нужно прочитать из всего объекта всего несколько полей. Вы можете просто проигнорировать все остальные, потому что знаете их размер, знаете их порядок и можете пропустить там условно первые 10 строковых полей. Очень круто для высоконагруженных систем, которые на небольшом сабсете полей работают. Описание сервиса здесь интереснее, то есть вы прям некоторым текстом описываете сервис, вы описываете его сообщение, описываете с помощью ключевого слова RPC некоторую у него метод, который он предоставляет. Кто-то может сказать, что здесь некоторые вайбы Go видны, да, действительно они работают вместе очень хорошо, ну и это Google, понятно, что где-то общее направление тут сохраняется. Мысли. То есть за счет универсального языка описания интерфейсов достигается классная вещь, что вы можете
просто передать вот этот протобаф файл другому человеку, который, например, вы пишете на Golang, описали там свой сервер, у вас вот такой протокол, вы передали его человеку, который пишет на JS, он сгенерировал через него прям уже бойлерплейт для своего сервиса, где вот это все описано, и он работает не через какие-то там библиотеки, запросы, еще что-то, а ему достаточно указать адрес для подключения, а все остальное у него какие-то методы объекта. Там еще есть выбор синхронного, асинхронного API, для некоторых это важно, но в целом, то есть по вот этому описанию можно сгенерировать целую библиотеку доступа к какому-то удаленному серверу и вообще не париться. И при этом эта библиотека доступа уже будет сразу типизирована, сразу точно такой же, как это описано в вашем сервере. И что еще классно, вы можете сначала написать протобаф файл и сгенерировать из него не только библиотеку доступа, а целый свой сервак. Сразу, на том языке, на котором вам надо. Больше 10 языков, кажется, поддерживает генератор. Качество генерации, в принципе, у всех пристойное. Вот, не без нюансов, но в целом, допустим, в том же даже Node.js поддерживается TypeScript, поддерживается типизация, все очень красиво для разработчика, который как потребитель этих утилит. Вообще, зачем все это существует? Если у нас GraphQL не подразумевает под капотом никакой сериализации, десериализации, вы можете это делать самостоятельно, но вообще он, по сути дела, перебрасывается JSON-ами, ему и так норм. gRPC говорит, что JSON это медленно, десериализация JSON-ов это еще куда ни шло, сериализация это вообще иногда боль, так что мы будем обмениваться просто набором байтиков. Поэтому вы описываете структуру, какие у нее должны быть поля, какие у нее порядковые номера этих полей, могут эти поля быть массивами, могут эти поля быть другими сообщениями. Вы передаете название структуры, передаете JSON-чик, и случается магия. Вот так это выглядит ваша структура при передаче. Очень вот, как сказать, наглядно, можно буквально глазами понять, что там есть какое-то поле, которое точно массив строк. Если вы не видите, вы просто мало работали с протобафом. Но на самом деле вот эта штука – это достаточно большой минус протобафа для многих, потому что при работе в продакшене, когда у вас еще не самоописывающиеся сообщения, то есть у вас сообщения не пересылают в своей метаинформацию, как его расшифровывать, то какому-нибудь тестировщику, который смотрит на вот эту прелесть, которая у него там где-то между сервером и сервером мелькает и пытается понять, как это расшифровать, это достаточно больно. Давным-давно это было очень больно, сейчас существуют инструменты, тот же Postman поддерживает GraphQL, и все он позволяет это расшифровывать и снова видеть в качестве JSON, но тем не менее залогировать это как-то адекватно становится уже немножко посложнее, но зато это быстро. У этого, во-первых, меньше объем, чем у JSON. Сжатый JSON обладает примерно тем же объемом, но это надо его сжимать, соответственно. Надо делать какие-то дополнительные действия, gRPC делает это за вас из коробки. Во-вторых, сериализация. Есть способы быстрой сериализации JSON без описания вот какого-нибудь шаблона. Существует тот же самый, например, MessagePack для JS. Он тоже позволяет пристойно сжимать и быстро десериализовывать, сериализовывать, но это все-таки чуточку быстрее. Для некоторых языков серьезно быстрее. Можно посмотреть бенчмарки, можно посмотреть холивары под этими бенчмарками, что никто ничего не понимает, и на HTTP все работает нормально. Но в целом преимущество не в том, что вы не можете сделать REST over HTTP, таким же, HTTP 2 конкретно, таким же быстрым, как gRPC. На самом деле можете приблизиться очень близко. Но плюс в том, что это фреймворк для многих языков, который дает это из коробки. У вас, кроме этого, есть строгая типизация, генерация кода, сериализация, десериализация,
возможность получать и отправлять сообщения в рамках одного соединения. У вас сообщения отделены от уровня метаданных, они существуют явно. То есть если в GraphQL существует некоторая проблема, как правильно описать пажинацию, там есть целый паттерн для пажинации, как передавать наборы элементов постранично, прям даже каноничные названия полей, то тут вы какую-то метаинформацию, например, о пажинации можете вообще в метаинформацию выкинуть, и вам будет все классно. Трассировка из коробки существует. Это не значит, что трассировку где-то нельзя сделать. Трассировку можно сделать практически везде. Но тут она есть из коробки, как бы халява, набегаем. Ну и готовые фреймворки, как я уже говорил. Про запросы. У gRPC есть классная штука, которой нет или нужно реализовывать во многих других подходах к API. Это отмена запросов на клиенте и сервере. На самом деле, то есть кажется, что это какая-то ерунда, и обычно этот абзац люди проскакивают наискось. Но на самом деле, представляете, как классно, что вот клиент ждал какую-то операцию, он такой: слишком долго, выключаю это приложение, а у вас там идет какой-то процесс, у вас там какие-то данные, а возможно этот процесс там даже потребует каких-то дополнительных данных, а клиент уже приложуху выключил. И надо бы все отменить и откатить. А может быть, у вас это работает действительно долго, и эти данные уже не нужны, потому что они актуальность-то потеряли. Потому что, ну вот клиент, допустим, готов ждать 1 минуту, пока эти данные приготовятся, они готовятся 3 минуты, а через 3 минуты мир изменился, статистика пересчиталась, эти данные клиенту уже не нужны. И классно, когда вы можете оборвать этот процесс, просто сказать: я тоже дальше не считаю, все, выкинул все из памяти, ничего не продолжаешь. У того же Go, например, это шикарно сочетается с парадигмой контекстов. И установка тайм-аута от клиента. Как обычно происходит установка тайм-аута от клиента? Клиент говорит: я жду 500 миллисекунд. И это известно только клиенту. Он не передает это серверу, что у тебя есть только 500 миллисекунд посчитать. Вот. Он подождал, а сервер там может корячиться, перелопачивать данные, нагружать базу, а клиент-то его уже не ждет, соединение закрылось. Здесь это все у вас есть из коробки, это все можно получить. И сразу из коробки не только у вас есть сообщение о том, что операция отменена, есть еще целый механизм внутри фреймворка, который позволяет на это реагировать по какой-то подписочной, например, системе. И классная штука у RPC. Если у GraphQL стриминг и подписки — это как бы, ну, такая факультативная вещь, которая в принципе есть в стандарте, но в зависимости от того, какие вы фреймворки там берете, реализована она по-разному или вообще не реализована, то у gRPC двухсторонний стриминг — это вообще одна из основных фишечек. Что это означает? Что в принципе вы можете вызвать процедуру какую-то на сервисе удаленную и получать данные не одним куском, а маленькими кусочками. То есть вот вы, например, хотите запросить какой-то набор людей и понимаете, что классно было бы вот не весь массив этих людей, их, например, там могут быть тысячи, да, а получать их по одному, обрабатывать. И, например, когда вы найдете нужного, просто сказать: все, стоп, дальше не надо, я нашел человека, которого я искал. Или наберете достаточное количество людей, допустим. Это позволяет через gRPC реализовать таким простым способом, как просто обозначить возвращаемый результат как стрим. И можете через него просто итерироваться и читать из этого стрима. Кроме этого, вы можете данные в сервер с клиента загружать точно так же стримом, типизированным, красивым, и обрабатывать этот стрим. И с моей точки зрения вообще мега вещь. Вы можете просто с помощью вот этого RPC на стримах просто сделать чатик. Вы можете сделать двунаправленный стрим и в рамках одного открытия сессии обмениваться в 2 стороны сообщениями. То есть, например, у вас есть 2 клиента, каждый из которых шлет сообщение на сервер, а они пересылаются друг другу. То есть у вас есть Алиса и Боб, сообщения Алисы отправляются Бобу, Боба Алисе. И все это делается, во-первых, у вас уже кодосгенерированные заглушки, вам достаточно только сам код и логику передачи описать. Ну, то есть, возможно, там какую-нибудь метаинформацию проставить, как-то модифицировать сообщение.
А во-вторых, у вас транспортный уровень полностью абстрагирован, вам не надо думать, как там на низком уровне это происходит. Плюс это позволяет строить свои достаточно экзотические протоколы со своими какими-то хендшейками, обменами данных, с ранним прерыванием, с различными стратегиями внутри протоколов. Когда, например, допустим, у вас там HTTP протокол, схема вас не устраивает, вы хотите какой-то там экзотики. Опять же, при этом вам не обязательно брать, вот я реализовал это на Node.js, да, теперь я хочу, чтобы вот мои коллеги из другой команды подключились с этого с Гошки. Им что-то надо реализовать, нет, им ничего не надо реализовать, вы дали им этот протобаф файл, они себе сгенерировали заглушку и все, подключились сразу. Очень классно. Минусы. Люди говорят, что в браузере у них это работает. Другие люди говорят, что в браузере это ужасно, потому что это большой объем данных на протофайлы или уже на скомпилированные протофайлы в какие-то JS-ные функции. В общем, в браузере это работает не так хорошо, и, честно говоря, под браузер это не заточено, кроме очень узких случаев, когда у вас большие объемы данных. Про нечеловекочитаемый формат сообщений я говорил, и на самом деле вы можете найти много людей, говорят, что плюсы протобафа можно достичь на голом HTTP, если его правильно настроить. Тут ключевой момент, если его правильно настроить. Ну, потому что понятно, что протобаф это не какая-то там эзотерическая сущность, это никакая не магия, это реализовано поверх тех же самых протоколов. Понятно, вы можете сделать даже лучше, срезав углы там, где надо вам. Но это требует несколько больше инженерной квалификации, чем сгенерить себе заглушечек. И тем более это требует инженерной квалификации больше, если у вас куча команд. Поэтому в некоторых случаях это оправдано. Что еще можно к минусам отнести? Вот были мы счастливы с HTTP, поучили мы GraphQL, а теперь нам надо еще учить какой-то новый язык. На самом деле протобаф, вот этот, как сказать, синтаксис, он достаточно большой, там есть нюансы. Это тоже бы неплохо почитать документацию достаточно въедливо, чтобы узнать там про метаинформацию, про версионирование пакетов и кучу прикольных фишек, которые есть. Да, как бы поучиться придется совершенно отдельной узкоизолированной теме. Тоже это своего рода минус. Ну и как бы протобаф не дает большого прироста производительности. Скажем так, если у вас невысокие нагрузки, вам вряд ли нужен протобаф. Если у вас небольшие объемы данных, вам вряд ли нужен протобаф. Если у вас нет различных стратегий доступа к данным, то есть из разряда у вас прилетает большой объект, нужно вычитать 2 поля, вам тоже может быть не нужен протобаф и так далее. Все здесь идет про... имеет смысл оптимизировать перформанс там, где этот большой перформанс требуется. От сайта с 30 RPS, естественно, лучше просто с этим не заморачиваться. Но если есть какой-то рост достаточно объемный, то лучше, ну, просто это не будет вам много стоить на самом деле взять протобаф. И когда это использовать? Во-первых, ну понятно, коммуникации реального времени, тут практически без конкурентов, по той причине, что есть способы коммуникации через событийные системы, когда, например, через брокеры сообщений, какой-нибудь Kafka, Rabbit, Redis. Давайте закончим быстро. Я говорил в основном плюсы. Коммуникация между языками, внутренние коммуникации подходит замечательно, создание высокопроизводительных систем, обработка больших данных. Очень классно. Вопросы, если это у кого-то есть желание, задавайте. Микрофончик? Не? Давай. По gRPC из практики, а как нормально шарить вот эти схемы между условно микросервисами? То есть можно создать отдельный репозиторий или просто руками покопировать? Смотри, ну, конечно, руками покопировать это не супер надежный вариант. Вообще самый простой на моей практике это отдельный репозиторий. Вот. Либо еще есть
более, скажем так, продвинутый вариант, когда ты прям очень заботишься о своих клиентах, и у тебя есть прям кодогенерация отдельными пакетами, то есть у тебя там под Гошку пакет компилируется, под ноду и так далее. В зависимости от того, какие библиотеки есть, это все выкладывается в систему управления пакетами, и твои клиенты вообще не парятся о том, что у тебя там какой-то gRPC под капотом, они просто ставят пакетик себе и пользуются им, ну, уже как некой библиотекой, и все, и даже не знают, что эти протофайлы там вообще существуют. Ну, а так существуют разные репозитории для схем, можно попробовать с ними попариться, но это как бы уже на большие объемы. Еще второй вопрос. Ближе к началу лекции вы говорили про единую точку входа в систему. Под единой точкой входа подразумевается reverse proxy какой-то, Nginx, Traffic, условно, или это какой-то гейткипер уже? Ну, смотри, это какой-то вообще гейтвей, который... То есть главное, чтобы все операции на нашей системе имели некоторый единый корень. То есть, чтобы наша система не была для потребителя разбросана на несколько узлов, каждый из которых отвечает за что-то свое, даже если это вроде как логично. Это по ресту. Но в целом некоторые компании это не соблюдают. Там, ну, допустим, то же самое, например, у тебя картинки по факту ресурсы, даже, а CDN может находиться вообще где-то в другом совершенно, у него может быть другой endpoint, где эти картинки выложены, а заходишь ты там на www.mysite.com, а CDN какой-нибудь общий. Тоже, в принципе, некоторое нарушение единой точки входа, потому что у тебя страница с гипертекстом и картинками, это вроде как единая сущность композитная, но вот она разбросана на несколько единых точек. Нарушается, но, как правило, это говорит о том, чтобы, ну, у тебя домен был общий. Вот. Ну и относительно, на самом деле, всех остальных подходов, которые могут быть, ну, там для того же самого gRPC тоже там в какой-то смысле хорошо, когда у тебя некоторая есть общая точка входа, опять же, как гейтвей. GraphQL вообще построен на этой же тематике, что общая точка входа. Но не станет ли GraphQL узким местом, если там все запросы, по сути, идут в один гейтвей? Оно же, по идее, должно масштабироваться. То есть, если оно горизонтально масштабируемо, у GraphQL есть проблема, что именно за счет вольной структуры, если он недостаточно продуманно описан, сам по себе GraphQL может стать общим местом. То есть, понимаешь, когда ты хорошо понимаешь структуру своей базы данных, например, и ты делаешь, например, отдельно get, post, with users and rating какую-нибудь, да, и у тебя это такая SQL-портянка, которую ты сидел и прям бенчмаркал, и она работает у тебя максимально идеально, насколько это вообще возможно физически. Если ты это абстрагируешь за несколькими слоями абстракции, говоришь, что у меня есть даже здесь какие-то query-билдеры, которые должны построить примерно такой же запрос. Нет гарантии, что все запросы, построенные через этот query builder, будут настолько же оптимальны, насколько твой продуманный, построенный руками. И, скорее всего, они не будут настолько же оптимальны, и даже близко не будут оптимальны в сложных случаях. И тебе в какой-то определенный момент ты увидишь, что какие-то query у тебя в GraphQL исполняются в 100 раз дольше, чем все остальные. Потому что, ну вот так получилось, исходя из твоей структуры данных, что-то не продумали. Но опять же, для сложной структуры данных это адекватно. Для несложной, ну, окей, идеально подходит. Ну и как бы, смотри, вообще в целом можно смотреть на вот эти фреймворки, библиотеки, подходы для построения API. Чем больше у тебя слой абстракции для удобства, тем в общем случае это хуже работает по производительности. То есть оно больше жрет ресурсов. Любая абстракция, за исключением там некоторых, скажем так, у
очень математических исключений, где это можно все просчитать и свести на уровне компиляции, избавиться от этой абстракции. В общем, любая абстракция, она стоит либо памяти, либо ресурсов, либо и того, и другого, потому что она пытается сделать что-то универсальное, и она это, скорее всего, делает хуже, чем продуманная конкретная реализация. Например, демонстрация того же Гугла — это гошный путь, где они выбирают не сложные универсальные фреймворки, а тупо кодогенерацию. Вот их библиотека Wired, которая для dependency injection используется, это тупо в чистом виде кодогенерации. Он тебе создает кучу кода, который ты просто не обращаешь на нее внимания. Зато это работает быстро, потому что она сгенерирована специфично. А это не какая-то сложная система, которая там на рефлекшенах, в зависимости от того, какой тип, что-то еще у тебя работает. Вот. Так что так. А спускаешься на уровень ниже по абстракциям, чем меньше у тебя удобных абстракций, тем оно быстрее работает, но тем больше ты либо тратишь своих вычислительных ресурсов, либо своего времени. То есть ты вынужден больше думать и грамотно эти абстракции, которые не очень удобны, совмещать. Но зато может получиться быстро. А может быть, ты взял просто какую-то странную библиотеку, и она неудобная и не быстрая, просто, ее автор ненавидит людей. Такое тоже бывает,